Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы покажем, как на магнитоле Android на платформе Fit сделать большое количество тем. Сейчас перед вами магнитола 7-дюймовая, из-за которой изначально начался сырбор. Здесь мы столкнулись в такой ситуации, что разработчики на каком-то основании решили, что раз они сделали какой-то новый лаунчер свой собственный, то остальные лаунчеры пользователям не нужны. Такое происходит уже второй раз. То есть сам по себе лаунчер-то может быть и неплохой, тут функции разные есть, вот у него можно правую и левую руку менять, но один лаунчер для магнитолы, извините меня, это мало. Маловато, понимаешь, маловато будет. Пока наши разработчики выслушивают претензии, мы решаем это все своими собственными силами. Значит, в чем тут у нас вопрос? Заходим в заводские настройки. И при выборе темы, вот здесь вот, где мы можем выбирать тему, у нас тут всего лишь один лаунчер с номером 32. И сейчас я вам покажу, как на такие магнитолы, там неважно какой у вас процессор, 9863 или 7862, то есть плюс у вас или премиум, неважно какая у вас магнитола. Сейчас в данный момент у нас 7 дюймов, мы начнем с нее. То есть покажем, так как она виновник у нас главный торжества, главный виновник этого видео. Мы с нее и начнем. Мы в нее загрузим дополнительно 13 лаунчеров. И все это будет сделано за один прием. И перед этим я вам дам инструкцию, как работать с заменой лаунчеров на таких магнитолах. Значит так, теперь внимание. Аларм! Аларм! Предупреждаем сразу, темы, которые мы сейчас устанавливаем, они не заводские, они не стоковые, они кастомные. И установка этих тем тоже является кастомной. И эта установка делается с вами на ваш страх и риск. Да, она простая. Да, это все просто можно сделать, да, но бывает всякое. Что-то во время прошивки пошло не так. Перепутали вы где-то какой-то файл. Просто у вас может быть прошивка от другого производителя. Всяких ситуаций может быть полно. Поэтому за все действия несете ответственность вы. Я вам максимально даю инструкцию, чтобы вы не ошибились, максимально сделал файлы, чтобы вы не ошибились, и поэтому мы с вами должны сделать бэкап. Перед тем, как устанавливать какие-либо темы, какие-либо прошивки или еще как-то вмешиваться в структуру прошивки Fit, вы должны обязательно сделать бэкап. Про TopWay, когда я снимал, это я не говорил, потому что там такое не нужно делать. А вот здесь вы конкретно вмешиваетесь в прошивку, и тут вам обязательно нужно делать бэкап. Даже если вы не собираетесь ничего устанавливать, все равно сейчас сделайте эти инструкции. Вдруг с вашей магнитолой в будущем что-то случится. Там шаровая молния ударит в машину, какой-то скачок напряжения, неважно что-то. Вдруг магнитола перестанет загружаться, перестанет работать. Вам нужна будет своя родная прошивка, которая была изначально до этого. Если вы уже, допустим, прошивали магнитолу, сейчас она с какой-то прошивкой работает, делайте бэкап этой прошивки рабочей, чтобы потом в случае чего можно было вернуть магнитолу к первоначальному виду. Почему я это говорю? Потому что это платформа Fit. Ее копии распространились как тараканы, их полно. И в любом случае у кого-то что-то получится, у кого-то не получится, кто-то где-то ошибется, что-то неправильно перенесет. Чтобы восстановить все как было, нужен обязательно бэкап. Вот именно на этой платформе. Тем, кто этот момент перелистнул и перепрыгнул вперед, поторопился, тому я просто посочувствую. Потому что это самая обязательная вещь на платформе Fit. Именно на этой платформе чаще всего люди сталкиваются с тем, что у них где-то что-то не подходит от другой прошивки, какие-то желтые надписи вылазят, лаунчеры не запускаются и так далее. Делайте обязательно свой бэкап. Все. Смотрите, не говорите, потом мы не знали. Строго будет наказывать. И штраф будет. Значит так, смотрите, сейчас мы будем делать бэкап магнитолы. Для этого нам нужна флешка, не обязательно большую, достаточно 8 гигабайт. Первым делом мы ее, значит, форматируем. Формат FAT32 по умолчанию. После того, как отформатировали, скачиваете вот этот вот файл appbackup.zip. Скачали его, вот он у вас в архиве находится, берете, выбираете извлечь файлы на нашу флешку. Окей, пошло извлечение. После того, как вы это сделали, у вас на флешке в корне должны быть вот такие вот файлы. Все точно так же, как здесь. Берем эту флешку и идем к магнитоле. Берем нашу флешку, на которой подготовлены файлы для бэкапа, просто вставляем ее в разъем. Ничего делать не надо, он происходит точно так же, как прошивка. Вставляем ее в разъем.
Запускаем. И ждем. Процесс создания бэкапа выглядит точно так же, как создание прошивки. Нужно просто дождаться, когда все надписи пробегут и появится зеленая надпись, что можно доставать флешку. Вот надпись появилась, флешку достаем, магнитола перезагружается. Вставляем флешку в компьютер и смотрим. Вот здесь у нас появилась папка Backup. И вот здесь находятся вот эти вот 4 файла, с помощью которых вы сможете восстановить свою прошивку. Обязательно вот эту вот папку Backup сохраняйте себе на компьютер. И потом, если у вас что-то пошло не так, просто берете вот эти вот файлы на флешку, переносите, чтобы они были вот здесь вот в корне. И спокойненько прошиваете свою магнитолу, и она возвращается к первоначальным настройкам. Сейчас перейдем на компьютер, подготовим файл и выполним такую мини-прошивку. Итак, история наша начнется со всем известного сайта. Вот здесь у нас начинается основа для установки лаунчеров. Тут, значит, на сайте можете найти вот такой вот патч, скачать его. Здесь же у нас есть инструкция текстовая. Но если вы просто попытаетесь эту инструкцию пошагово выполнить, то не всегда у вас все получится. И даже если вы посмотрите видео, которое там есть в инструкции, которое мы видели вот на этом шаге, у вас тоже это не всегда получится. Почему? Потому что скачанный архив, вот здесь сейчас находится не он. Скачанный архив содержит файлы для обновления магнитол на процессоре 7862. А если у вас магнитола на процессоре 9863, то, соответственно, у вас ничего не получится. К этому мы вернемся позже. Значит, смотрите, вот здесь вот есть список лаунчеров. То есть, вот если вы откроете спойлер, можете посмотреть, как он выглядит. И, соответственно, вот здесь его скачать. Но вот здесь, смотрите, лаунчер 02. Лаунчер 02, он один. Тут 0,4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Если вы будете скачивать лаунчеры с одинаковой нумерацией, то они у вас будут конфликтовать. И, соответственно, все эти лаунчеры у вас установить не получится. Вам нужно выбрать какой-то из них и устанавливать его. В таком случае вам придется редактировать те файлы, которые находятся в архиве. Благо, кодировка там не самая сложная, и создатель патча уже предусмотрел то, что кому-то придется редактировать код и удалять. Он это все уже задумал заранее. Давайте начнем с самого начала. Вот у нас скачанный патч. Берем его, извлекаем файлы, указываем нашу флешку. Окей. Далее открываем флешку. Вот у нас вот этот файл здесь раскрылся, и вот этот файл. Как видим, здесь у нас файл 7862, то есть он будет прошиваться для процессоров 7862. Сделаем редактировать в Notepad++. Я с этой программой знаком уже больше 10 лет. Именно она используется для того, чтобы редактировать приложения на Android. И в данном случае она нам тоже пригодится. Дело в том, что эта программа идеально работает со строками и не вставляет никаких лишних символов и не меняет кодировку. И открываем код. Смотрите, если в начале строчки стоит решетка, хэштег, да, то в таком случае при прошивке магнитола эти строчки будет пропускать. И поэтому они все отключены. То есть работать у нас в данном случае будет вот эта вот строчка и вот эти вот 3 строчки. В самом архиве, если мы зайдем в папку App, у нас тут находится вот такая папка с названием лаунчера. И вот здесь вот папка с таким же названием, только в конце еще добавлено APK. Это и есть файл того приложения, который будет работать. Обязательно полностью название лаунчера должно быть отображено вот здесь в папке. Если будет хотя бы одна буква неправильная, прошивки не будет, установки не будет. Почему? Потому что вот здесь вот в коде прописано, что нужно взять файлы именно вот из этой вот папки и приписать ей владельца и права. Код здесь простой, если вы с кодом не работали, может быть для вас это, конечно, все страшно выглядит, но суть в чем? Вот эта вот команда копирует файлы из флешки в программную папку магнитолы, из которой это приложение должно работать. А вот эти вот команды присваивают права лаунчеру, что этот лаунчер будет работать в системе. И здесь обязательно должно быть прописано название точно такое же, какое у вас лежит в папке. Если хоть одна буковка, хоть какой-то пробел, точечка не совпадет, прошивка не произойдет, появится красная надпись. Здесь я вам даже сразу покажу наглядно, как это будет на магнитоле выглядеть. Мы сейчас пропишем пробелы и файл сохраним. И покажем, что будет в случае, если у вас какой-то знак или пробел будет неверный. Значит, смотрите, для чего я это рассказываю. Для того, что если вдруг у вас что-то где-то получится некорректно, или вы захотите поменять лаунчер 4 на другой лаунчер 4,
то вам придется в блокноте удалить вот эту вот решетку с этой строчки. Видите, она стала другого цвета. И здесь прописать название лаунчера, который вы хотите удалить. То есть не вот эту строчку так оставить, а допустим у вас был прописан вот такой вот лаунчер. Вы его название копируете и вставляете вот сюда. Только без APK, а полностью вот это вот все надо удалить. И должно быть прописано вот так. И только после этого у вас конфликтный старый лаунчер удалится, а новый лаунчер, который вы пропишете вот здесь, останется. Я эти изменения сохранять не буду, я оставлю все здесь как есть. Я объясняю вам на тот случай, если вдруг вы хотите лаунчер 4 поменять на такой же лаунчер 4, а он у вас уже в системе установлен. Пока на данный момент нас это интересует, у нас сейчас другая ситуация. У нас на магнитоле есть всего лишь один лаунчер, и мы хотим просто туда добавить еще другие лаунчеры. Итак, смотрите, первое действие, которое я вам показываю, это то, что у нас вот здесь вот неверные. То, что у нас здесь стоит пробел и здесь стоит пробел. И, соответственно, я вам покажу, как выглядит неправильная прошивка. То есть в случае, когда вы увидите у себя что-то подобное, вы уже будете знать, где искать причину и как ее исправлять. Файл мы сохранили. То есть сейчас на флешке тут у нас измененный файл lsec. И мы сейчас эту флешку включим в магнитолу, начнем прошивку и покажем, что получится из этого. Итак, вот у нас наша флешка. Значит, вставляем ее. Здесь у нас сейчас находится неправильный файл с неправильными пчелами. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. И наблюдаем, как будет происходить процесс прошивки. Появляется надпись, что сейчас запустится прошивка. Мне сейчас нужно показать вам, что вы увидите в случае, если вы неправильно сделали какой-то файл. У вас появятся вот такие вот строки. Любая точка, любая циферка, пробел. Если что-то в названии файла будет не соответствовать, у вас появятся вот такие вот красные надписи. Если вы их вдруг увидели, значит что-то где-то вы неправильно назвали. В данный момент магнитола говорит, что я не смог найти вот то, что ты мне говоришь. На папке лежит файл вот с таким названием, видите, он правильный, он отмечен белым. А ты мне просишь найти файл вот с таким вот названием, с пробельчиком. А у меня такого файла нет. То есть вот такую надпись вы увидите, когда у вас что-то неправильно. Так, ну смотрите, сейчас у нас на флешке здесь все готово для установки лаунчера с номером 22 на магнитолу Android с процессором 7862. Если у вас другой процессор, то как с этим быть, я расскажу позже. Сейчас давайте я вам покажу общий принцип. Допустим, мы хотим скачать другую тему. И возьмем мы для этого вот эту вот 10-ю тему. Она довольно-таки интересная, и в ней есть виджет для приложения рабочего стола. Мы ее скачиваем, нажимаем «Скачать». Если у вас здесь на данном этапе всплывает ошибка, что данной ссылки не существует, это значит только одно, что вам нужно авторизоваться на FOPDA. Без авторизации скачивание не работает. Сохраняем эту тему. Скачали. Дальше переходим в загрузки. Берем этот APK. Копируем, вставляем его вот сюда. То есть переходим на флешку, в папку lsec update, дальше в папку app и вставляем его сюда. Вставили. Эту папку нам, соответственно, не нужна, мы ее удаляем. Действительно хотите удалить? Да, действительно хотим удалить. Смотрите, теперь берем название этого лаунчера. Вот если просто на него тыкнуть, он выделяется синим. И до точки, которая вот APK, до точки все мы копируем. Делаем Ctrl-C. Либо же берем, нажимаем правой кнопкой мыши и копируем. После того, как скопировали, нажимаем «Новая папка». Открывается новая папка. Далее мы делаем либо Ctrl-V, либо также нажимаем правой кнопкой мыши «Вставить». У нас появилась папка с точно таким же названием, как и сам лаунчер. Дальше берем этот лаунчер, нажимаем «Вырезать», переходим сюда, нажимаем «Вставить». В итоге у нас тут появилась папка с названием Launcher 10. Далее переходим в этот файл, нажимаем его «Редактировать» в Notepad++. Открывается программный код. Здесь ничего не меняем, тут ничего не меняем. Вот это не меняем, мы меняем только вот эти вот 3 строчки. Открываем нашу папку App. Нажимаем, берем вот это вот название, копируем. И дальше вот с этим названием вот делайте как я.
Выделили это все. Делаем вставить. Выделили вот это вот все. Вот до дроби. Делаем вставить. Тут смотрите, тут вставить надо 2 раза. Вот здесь до дроби вставить. И здесь до точки АПК. Точку АПК не вздумайте захватывать. Либо если вы захватили точку АПК, надо копировать уже сам лаунчер. Здесь делаем вставить. Все, после этого нажимаем сохранить. Файл сохраняется. И после этого наша прошивка становится готовой. То есть вот эту флешку, которая у нас сейчас получилась. Здесь у нас LSEC Update. Up. Название лаунчера и сам лаунчер. Вот это мы уже вставляем в магнитолу. И после этого пройдет процесс обновления. А разве это помогает? Ой, да начинай сейчас увидеть. Ой. Ну и теперь самое главное. Если у вас другой процессор, другая магнитола. И также, если вы не хотите вручную вот эти вот все файлы прописывать, я сделал специально для вас универсальную прошивку, которая подойдет и для магнитолы 9863, подойдет для магнитолы 7862. Как будет у вас выглядеть на флешке, то есть у вас будут вот эти 3 файла, папки boot не будет, это моя папка личная. То есть у вас будет вот этот файл, вот этот и папка LSEC Update. В этой прошивке уже вшиты 13 лаунчеров, то есть их вполне предостаточно, чтобы пользоваться разными лаунчерами. Даже если на вашей прошивке какой-то лаунчер работать не будет, вы сможете выбрать себе другой. То есть 13 лаунчеров это предостаточно, чтобы выбрать. В случае же, если вы захотите какой-то из лаунчеров заменить, то инструкцию перед этим я вам дал, как удалить старые лаунчеры, вместо него поставить новый. То есть моя задача была сделать такой патч, который подходит и для магнитол 9863, и для магнитол 7862. В первую очередь задача была снабдить вот эти вот 7-дюймовые магнитолы различными лаунчерами, потому что, как я понял, потребность такая есть у многих. И вообще, в принципе, то есть сейчас на магнитолах ставят 4-5 лаунчеров, ну максимум там 6 бывает. Людям этого мало, люди хотят больше. Так вот, я сделал патч, который прошивает сразу 13 лаунчеров. Там есть и простые лаунчеры, которые без виджета, и лаунчеры, которые с виджетом рабочего стола. Но суть в том, что я сделал универсальный лаунчер, чтобы вы не мучились вот так вот по одной штуке не вносили, я их сделал 13. Так что скачивайте, пользуйтесь, а если вам нужно что-то исправить, то вот, пожалуйста, у вас есть инструкция, как что-то менять, как что-то удалять, пользуйтесь уже ей. Я думаю, что наборов 13 лаунчеров должно хватить большинству людей. Сейчас мы выполним прошивку, покажем, как она выглядит, весь процесс установки этих 13 лаунчеров, и посмотрим, что из этого получится. Итак, вот наша флешка с универсальной прошивкой, где у нас 13 лаунчеров. Сейчас мы вам покажем, что тут. На данный момент ничего не поменялось, я еще не вставил ее. Заходим в заводские настройки. Вот выбор темы. Смотрим, у нас всего лишь одна тема. И втыкаем флешку. Запускается прошивка. Сейчас вы увидите, что происходит, когда процесс проходит гладко. То есть все строчки будут белыми, ни одной красной строчки не будет. И если вы просто возьмете этот файл, скачаете и перенесете его на флешку, то она сделает все сама за вас. Так, вот он написал, что все закончено. Можно достать флешку. Достаем ее. Загружаемся. Теперь проходим заводские настройки и смотрим. Вот у нас открылись 4, 6, 8, 9, 10, 14, 32. Давайте мы возьмем, откроем, допустим, 9 тему. Вот у нас 9 тема. Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга! Зайдем, поменяем еще раз с 9, допустим. Вот 22 тему все знают. 22 тему. Вот вам, пожалуйста, 22 тема. Выскакивает вот это вот окошко в том случае, если вы не назначили приложение для лаунчера и приложение для навигации. Поэтому заходим в настройки, заходим в общие и выбираем вот здесь. Вот видите, настройка виджета не указан. Выбираем любое приложение. Тут у нас Яндекс Навигатор еще не установлен. Мы настроим карты. И настройка навигации тоже укажем карты. И в таком случае это окошко больше появляться не будет. Вот, пожалуйста, 22 тема, ее знают все. В общем, вот вам до 7-дюймовой конкретно вот такой вот магнитолы была создана вот эта вот мини-прошивка с 13 лаунчерами.
Скачать вы ее сможете у нас в облаке на сайте. Ссылку мы разместим в описании к этому видео. И сейчас мы такую же операцию проделаем только с 9-дюймовой магнитолой, чтобы вы смогли убедиться, что это работает не только на вот этих вот магнитолах, но даже если у вас, допустим, встроено там 5-6 каких-то встроенных тем, вы эту прошивку для 9-дюймовых и для 10-дюймовых сможете использовать. Тут просто видите, какая ситуация. Все инструкции, все файлы вроде бы уже в сети есть. Однако, чтобы сделать что-то полноценное, да, вот взять этот же сайт FOPD, там есть эта инструкция, но она для 7862 человек скачивает на свою магнитолу 9863 и не может понять, в чем причина. И вот ходят они по интернету везде, ищут, спрашивают, почему так, почему не работает у меня то, почему не работает это. И пока человек разберется, что к чему, найдет полную инструкцию, узнает, какой файл, скачает сначала одно, потом другое, потом третье, у него 10 раз все не получится, он плюнет, развернется. И приходится вот дополнять эти инструкции, чтобы они были полными, чтобы файлы были полными, чтобы человек не шел искать по всему форуму этот файл, а сразу же взял что-то готовое для себя решение. Вот мы сейчас для 10-дюймовой магнитолы вставляем точно такую же прошивку. Прошлая была у нас 9863, это у нас 7862. Точно так же сейчас у нас должна запуститься прошивка. Прошивка запустилась, ждем. И вот после прошивки мы с вами получаем новые темы. Заходим у нас в настройки. Так, лаунчер 15. Такой лаунчер есть без виджета. Так, 34-й лаунчер есть. 27-й. Такой. Ну, эти, конечно, лаунчеры нам не интересны, которые без виджета. В общем, смотрите сами, какой вы хотите лаунчер выбрать. Их тут у нас уже великое множество. И такой есть, и такой есть. Замены всякие есть на любой вкус и цвет. Пожалуйста, пользуйтесь, но не забывайте делать бэкапы. На этом, думаю, на сегодня все. Если понравилось, если помогло вам, обязательно ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Это поможет продвижению нашего канала. Дерзайте, пробуйте разные темы и всем пока!